Здравствуйте, приветствую вас на моем канале, меня зовут Нина. Сегодня у меня будет распаковка посылки из Америки. Но вначале мне хотелось бы знать, девочки, напишите мне в комментариях, какие видео вам больше нравятся. Распаковка фурнитуры, потому что у меня накопилось много посылок с Алиэкспресса и с других платформ, которые мне хотелось бы вам показать. Но если я буду очень часто выставлять видео с распаковкой, может быть, вам это не интересно. Или, может быть, вам нравится больше видео с демонстрацией украшений или мастер-классы для новичков. Например, я могу буквально с нуля показать, как собирать какое-то украшение. Кримпы, протекторы, все, как ими пользоваться. Ну, а сегодня у меня американская посылка. Лежит она у меня некоторое уже время. Но я хочу вам ее обязательно показать, потому что очень интересные элементы. Хочу сказать, что раньше я в этом магазине покупала очень часто, потому что у них постоянно есть какие-то скидки. Мне в Канаду уже стало невыгодно покупать, пересылка стала в 3 раза дороже. Так что если раньше я покупала с большой скидкой и пересылка была маленькая, $5 пересылка была, мне было очень выгодно. Можно было купить шикарные камни там за 20 центов одну нитку натуральных камней. А дорогих камней, вот таких вот, например, там вообще $5. Но сейчас в 3 раза дороже стала эта пересылка и уже невыгодно. Я перестала покупать и очень мне, конечно, жалко. Ну, девчонки, которые в Америке, обратите внимание на этот магазин. Очень классный. Итак, давайте приступим. Первая позиция — это вот такие декоративные элементы для кожи. Те, кто работает с кожей. Вот. Я не хочу открывать. Ну, вы просто ее защемляете, как скрепку. И все. И у вас получаются такие, как бы, маленькие пуговички, декорации какие-то. Вот они, покрытие серебром, 24 штуки. Следующие элементы — это канитель. У нас девочки ее используют для вышивки, но американцы ее используют вместо протекторов. Вот эти вот протекторы, чтобы не перетирался тросик. Вы отрезаете кусочек нужной вам длины и ставите его вместо вот этих протекторов. Потому что канитель, она тоже сделана из металла. Так, посеребрённая у меня 1 миллиметр, 15 инчей, и позолоченная 0,8, от 27 до 30 инчей. Пакистан. Вот. Так что ее используют вместо протекторов. Далее у меня есть вот такие бусинки. Это 3 миллиметра. Тоже позолочение, посеребрение. 3 миллиметра, 12 штук. Для чего они нужны? Вот одна у меня бусинка. Вот, если вам видно, это называется Wire and Cup. Это чтобы одевать на конец мемори проволоки. Вот вы берете мемори проволоку и вклеиваете ее на конец. Вот так вот выглядит аккуратно и эстетично. И не надо вам делать вот эту петельку, которую, чтобы прикрыть, потом на нее надо вешать еще какой-то элемент. Ну, 3 миллиметра, мне кажется, она очень маленькая. Если вы вдеваете большую бусину, может быть, она может ее отклеить. Так что ее лучше вклеивать с бусинами, с легкими бусинами. Акрилик там или пластик. Для более тяжелых бусин, для каменных, я купила еще такие же бусины. Вот. Wire and Cups. Это 5 миллиметров. Мне кажется, они лучше подходят. Те слишком мелкие. Вот так вот. Вы вклеиваете. Смотрите, как красиво это смотрится. Так, здесь у меня 10 штук. Вот. Если у кого-то
кто-то не может найти эти бусинки, вы можете использовать бусины с полуотверстием. Это значит бусина, которая была просверлена только наполовину. Вот у меня есть бусины жемчуга. И тоже их можно... Они очень хорошо подойдут. Вот так вот. Вы вклеиваете, и вот так красиво выглядит. Ну, покупайте жемчуга, потому что в жемчуге, если кто занимается уже давно, вы знаете, что в нем всегда маленькое отверстие. В каменных бусинах там хоть полуотверстие, но будет широкое. А вот именно из жемчуга как раз они подойдут. Далее это вот такие. Это, между прочим, кримпы. Все знают мелкие кримпы, которые мы используем в украшении. Вот эти вот кримпы. Все их знают. И иногда девочки даже надевают 2-3 кримпа, чтобы хорошо держалось. Но существуют вот такие кримпы разной длины. Это у меня 5 миллиметров, 50 штук. Называется тюб кримп. Ну, я видела в этом магазине подлиннее, но я посчитала, что подлиннее мне еще кримпы не нужны. Вот 5 миллиметров это достаточно. Это если бы вы положили 3 кримпа обыкновенной вот, толщины. Вот такие кримпики. Это чтобы не фиксировать вашу проволоку несколькими кримпами. Можно только вот одну трубочку и ее с разных сторон придавить. Так. Между прочим, вот у меня я купила по 2 набора. 2 таких и 2 таких, по 50 штук. Далее вот у меня вот такие лимонный кварц. Тоже это настоящий лимонный кварц. По 4 штучки. Такой красивый. Где-то 17 миллиметров. Ну, тоже тут разная длина. Тут просто они говорят, что продаются по 4 штуки. Следующие элементы это вот такие бумажки, которые предотвращают украшения темнеть. В большинстве их используют для украшений в серебре. То, что серебро, оно темнеет, и надо от времени его чистить. Вот вы кладете эту бумажку вместе с украшением в коробочку или в пакетик, и оно не темнеет. Мне кажется, их можно использовать с украшениями, в которых темнеет фурнитура. Вот. Вот такие вот бумажки. Я купила на пробу 20 штучек. Ну, так, такие вот. Так, далее я купила вот проволоку. Она посеребренная. Вот плаке Аржан. 0,64 и 1 миллиметр. Тоже это хорошая проволока, которая не темнеет. Американская. Классная проволока. Далее вот такие иглы. Это двойные у меня иглы. А есть еще вот такие вот иголочки. Тоже. Эти очень тоненькие. Их хорошо для бисероплетения использовать. Вот. Следующее это у меня вот этот шнур, который вдеваешь на мемори проволоку, но он с бархатным покрытием. Это шнур 3 миллиметра. На Алиэкспрессе, к сожалению, бархатные не продаются, только каучуковые. Ну, в этом магазине я нашла вот такой. Я не помню, есть других и цветов или нет. Вроде бы нету, только вот такой бежевый. Ну, бежевый он как раз такой ходовой. Вот. 25 футов здесь. Нет. Да, 25 футов. Такая маленькая бобина.
Следующая позиция — это вот такой настоящий красивый лимонный кварц, натуральный. Они продавались по 4 бусины в наборе. С такими гранями. Сверкают, очень красивые. Далее это вот такой натуральный кварц. Короткая нить, 8 инчей, только 5 бусинок. По 35 миллиметров на 15. Ну тоже они тут разные все длины видно. Но есть у них такая грань, и они очень красивые. Я их покупала по скидке, не знаю, не помню уже, ну, наверное, $5, наверное. Но за такие бусины это очень шикарная цена. Следующее я хочу вам показать вот такой инструмент. Это крем-ковер. Это чтобы закрывать покрывную бусину. Вот эту вот. Вот. Тут все нарисовано. Фотографии. Как ее закрывать. Вот это у меня покрывная бусина. 5 миллиметров. Вставляете. И закрываете щелчком. Вот. Вот она закрылась. Но вообще знаете, что покрывную бусину можно закрывать вот этим инструментом. Вот видите здесь? Вот это самое крайнее. Вот. Это чтобы именно закрывать покрывные бусины. Эти это для кримпов. А вот это самое крайнее, это чтобы закрывать покрывную бусину. Но некоторые, я вижу, закрывают ее плоскогубцами. И последнюю штуку, что я вам покажу, это вот такая. Это как бы спица. Называется Elastic Cord Needle. Вот, видите, такая она длинная. 28 сантиметров. Вот, для чего она нужна? Это чтобы делать браслеты. Вот у меня такие 2 штуки есть. Вот, тоже, видите, тут все нарисовано. Я вам сейчас продемонстрирую, как с этим работать. Вы вдеваете бусины. Вот, вы делаете ваш дизайн, размер запястья, длину. Вот. Здесь они не упадут, потому что они тут блокируются. Вот. А вот на этот потом крючочек, когда вы все уже закончили, я сейчас не буду все насаживать, это примерно. Так, вы цепляете сюда резинку. Если вы хотите, я вам подробно, как его использовать, могу в отдельном видео сделать. Браслет собрать. Вот вы цепляете резинку и просто вот продвигаете ваши все бусины. Вот. Все, они все на резинке у вас. Видите? И вы потом завязываете. Ну, если у вас это нету, то тоже ничего страшного. Вы просто берете вашу проволоку металлическую, на которой вы собираете украшения. Отрезаете кусочек. Складываете ее тоже. Вдеваете вашу резинку. Все. И насаживаете бусины. Так что это не обязательно тоже. Это я вам просто показала, что оно существует, такая штука. Ну вот, на сегодня, наверное, все. Я вам все такое показала. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. До следующего видео в эфире. Всем добра и мира. Пока!